Иса уже рассказал своим ученикам, что ему предстоит много пострадать и умереть, но и воскреснуть на третий день. В день праздника освобождения, во время праздничной трапезы, Иса сказал своим ученикам, что один из них предаст его на смерть в ту самую ночь. Ученики, взволновавшись, начали спрашивать друг друга, кто из них мог бы совершить такое. Они не знали, что этим предателем окажется Иуда. После ужина Иса пошел помолиться на Оливковую гору со своими учениками. Вдруг Иуда пришел туда с группой вооруженных людей. Их послали старейшины и главный священнослужитель. Иуда подошел и поцеловал Ису. Это был знак для стражников, чтобы те арестовали его. Они схватили Ису и привели в дом верховного священнослужителя, чтобы устроить там суд над ним. Пытаясь найти причину осудить Ису, они спросили: «Так ты что, сын Всевышнего?» Иса ответил: «Вы сами говорите, что это я». Тогда верховный священнослужитель стал кричать: «Богохульство! Он бесчестит имя Аллаха! Он заслуживает смерть!» Ису отвели к губернатору Пилату и оклеветали, что Иса запрещал платить дань императору, подстрекал народ против римской власти и считал себя царем иудеев. Когда Иса не ответил ни на один вопрос, Пилат спросил Ису: «Почему ты не защищаешься? Разве не понимаешь, что у меня есть власть освободить тебя или распять?» Иса ответил ему: «Никто не может взять у меня мою жизнь. Я даю ее добровольно». Выйдя к народу, Пилат объявил, что не нашел вины в Исе. Но народ кричал: «Распни его!» Не сумев противостоять им, Пилат сказал: «Берите его сами и распинайте. Его кровь на ваших руках». Тогда солдаты схватили Ису и начали бить и издеваться над ним. После этого они заставили Ису нести свой крест через город на место его распятия. Среди множества людей, шедших за Исой, были женщины, которые били себя в грудь и рыдали о нем. Когда они пришли на место, Ису распяли, пригвоздив его руки и ноги к кресту. С ним же казнили и двух преступников, одного с правой, другого с левой стороны от Исы. Над головой Исы повесили табличку с надписью «Иса из Назарета, царь Иудеев». И солдаты, и толпа кричали, проклинали и унижали его. Но Иса поднял голову на небеса и сказал: «Отец, владыка неба и земли, прости их, ведь они не знают, что делают». Один из распятых преступников оскорблял его, говоря: «Разве ты не обещанный Масих? Спаси же себя и нас». Другой его унимал и говорил: «Побойся Всевышнего. Мы наказаны справедливо и получили по заслугам, а этот человек не сделал ничего плохого». Потом он обернулся к Исе и сказал: «Иса, вспомни меня, когда вернешься как царь. Говорю тебе истину, сегодня ты будешь со мною в раю», — ответил ему Иса. Было около полудня, и по всей земле стало темно. Иса громко крикнул: «Отец, в твои руки я отдаю мой дух». Сказав это, он испустил дух.
И тут завеса храма разорвалась надвое, сверху донизу. Одним из обвинений иудеями в сторону Исы было то, что он называл себя сыном Всевышнего. Они поняли это выражение буквально, но правильно ли они это поняли? У Исы была власть предотвратить распятие. Почему же он этого не сделал? Как вы думаете? Была ли смерть Исы случайностью? На каком основании Иса обещал преступнику на кресте, что он попадет в рай? Ведь у того не было времени на добрые дела или жизнь угодную Всевышнему. Что вы из этого извлекли?